Эту историю описывали на все лады. Ее брали за основу великие прозаики и драматурги, художники и режиссеры. За кулисами играла бандура и звучало многоголосное хоровое пение, а на главной сцене разворачивалась страстная и в то же время короткая любовь. Невозможная по своей природе и от этого еще более неистовая и пьянящая. Они были соседями, между ними дубы, березовые рощи, тысячи грациозных вязов, пахотные земли, валы, въездные ворота, одно общее небо и общая батуринская земля, воздух, пропитанный ромашками и душистым горошком, отец девушки и любимый, давние друзья. Недаром Василий Кочубей взял Мазепу кумом. Вместе поднимали чарки, то у Кочубея дома, то в гетманской резиденции. Иван Степанович поспособствовал его карьерному росту, возвысил от канцеляриста до генерального судьи, наделил землями, подарил диканьку, охотно покрестил его младшую дочь, но, как оказалось со временем, не просто миловидную малышку, а свою будущую возлюбленную Мотрю. Гетмана Мазепу уважали и жаловали, поскольку он узаконил для крестьян барщину в размере 2 дней в неделю, вложил в развитие Киева более 1,5 миллиона золотых. За свой счет построил и реставрировал почти 50 храмов и разных церковных сооружений. Выделял православным монастырям земли, дарил иконы, книги, колокола, печатал книги, занимался Киево-Могилянской академией, а еще обладал незаурядной харизмой, искусно перебирал струны на бандуре, писал стихи, был магнетической личностью. Стоило открыть рот, как слушали все. Люди, деревья, птицы. В красноречии не имел равных. Свободно владел латынью, русским, итальянским, татарским, польским, французским, немецким, и когда что-то рассказывал, пересыпал сказанное латинскими цитатами. При его дворе жили врачи-немцы, с ними разговаривал на немецком, с итальянскими мастерами на итальянском. Конечно, Мотря не устояла. А как тут устоять? Ведь мужчина глубокий, внимательный, харизматичный, умеет красноречиво молчать, горячо любить, щедро одаривает жемчугом и бриллиантами, несмотря на то, что ему 65 лет, а ей всего 16. Разве для настоящей любви разница в возрасте преграда? Кстати, напишите в комментариях свое мнение. Большая разница в возрасте может быть препятствием для любящих людей? То лето стало самым горячим в их жизни. Казалось, сама природа на их стороне. Вода в реке Сейм двигалась, как всегда, стремительно, уверенно. Лещи со щуками едва не пускались в пляс. Береговые ласточки взмывали ввысь. Серые и белые цапли кивали чубами и неутомимо охотились над плесом. За их охотой наблюдали кудрявые деревья. Речные бобры возводили новые дома. Задумчивые мельницы не спеша хлопотали, родили о муке особо тонкого помола, а Мотря Кочубей спешила к дубу, чтобы в его дупле оставить письмо. Самая младшая Кочубеевна была красивой, смекалистой, скорой в мыслях и поступках. Жила с родителями в небольшом одноэтажном доме с окнами-арками и треугольной зубчатой крышей. Зимой грелась возле бирюзовой печки, летом под щедрым батуринским солнцем. Оттого и дом становился светлее, и чернобривцы еще энергичнее разглашали свой горьковатый аромат. Мотря и сама не понимала, как влюбилась в собственного крестного, просто как-то встретились на дороге, пристально посмотрели друг другу в глаза, и закружилась круговерть. В ней побледнели вечные истины, церковные каноны, угроза анафемы. Иван Степанович не просто держал ее под крестом и отрекался от дьявола. Он уже который год владел булавой, пытался объединить левобережье и правобережье и вырвать Украину из-под московского ига. Был самым влиятельным человеком Наднепрянской Украины. Строил церкви, школы, бурсы, госпитали. Прекрасно разбирался в военном деле. Дома имел превосходную коллекцию оружия, а в городе работала мастерская по изготовлению пушек. Высокообразованный. В собственном дворце принимал и послов, и князей, и самого императора, дипломатов и почетных гостей. Устраивал хоровые концерты, пиры. Был прагматиком и одновременно романтиком. А еще одним из самых богатых землевладельцев Европы. Имел дома в Москве, Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Глухове, Стародубе и других городах и селах Украины. Ездил верхом, занимался фехтованием,
В молодости бывал в Голландии, Италии, Германии и Франции. Выходит, в любимом нравилось все: и светлые волосы, и морщины на лбу, и высокий чин, осанка, взгляд, изящество руки. К тому же Мотре как-то подслушала, как мать рассказывала о его незаурядных умениях в амурных делах. Якобы в ласках и любовных утехах не знает ни границ, ни пределов. Любовь некоторое время держали в секрете. Благо были соседями, встречались в березовой роще, возле реки, в родительской канцелярии. Мотря не могла на него насмотреться, стройный, с усами на польский манер и в модном французском костюме. Вид у него был строгий, глаза горящие, живые, говорил горячо, убедительно. Читал собственные стихи, осознавал, что связь греховная и церковь против таких браков, но ничего не мог поделать. Любил. Ненароком поинтересовался, пойдет ли за него. И влюбленная ответила согласием. Вскоре написал ее отцу письмо, в котором просил руки крестницы, отметил, что вдовствует уже 2-й год, а дом гетманский должен иметь хозяйку, поэтому просил благословить на законный брак с Мотрей, которая очень уж пришлась по душе. Василий прочитал просьбу трижды, посоветовался с женой Любой, которая чуть не лопнула от злости, и ответил вежливым, но решительным отказом. Основной причиной были не церковь и ее догматы, а то, что старая Кочубейха когда-то ходила в любовницах Ивана. А Кочубей мечтал о гетманской булаве и завидовал соседу всеми фибрами души. Так вот, мать зашла в комнату Мотри вне себя от ярости, отвесила бесстыднице оплеуху и щеку будто обожгло кипятком. Обозвала гулящей, ударила еще раз, приказала собираться в дорогу. Если не можешь совладать с собственными страстями, будешь жить среди монахинь, вставать в 3 часа на полуночную, давать обетницу, работать на благо монастыря. Дальше по дому прокатился вихрь. Все забегали, засуетились. Челядь закладывала экипаж, паковала сундуки и чемоданы. Мотря действовала быстро, отчаянно, ведь она унаследовала характер матери. Воспользовавшись сумятицей, проскользнула в дверь и побежала во тьме ко дворцу любимого. Мчалась сквозь березовую и вязовую рощу, продиралась через потемки, собственный страх и стыд. Прибежала чуть ли не посреди ночи, правдами и неправдами прорвалась сквозь стражу. Иван не спал. Писал письма зарезным секретером. Влюбленные обнялись, и страсть пробрала до костей. От такой неожиданной близости голова шла кругом. Они оставались одни-одинешеньки, лишь луна заглядывала в окна, да ветер тасовал звезды в произвольном порядке. Мотря дышала тяжело, ее грудь вздымалась вверх-вниз. Вдруг гетман сжал кулаки и отстранил девушку. Ему хватило опыта и здравого смысла не соблазнить ее. Влюбленные сели друг напротив друга, чтобы подумать, поразмыслить. Девушка завороженно осматривала дворец, коллекцию книг, преимущественно на латыни, камин, глазурованную майолику с улыбающимися ангелами, пол, вымощенный в причудливой комбинации голубыми, зелеными и терракотовыми плитками, позолоченные и посеребренные канделябры. Иван понимал, что имеет влияние на церковь, поэтому непременно их обвенчают, но когда поделился идеей с Мотрей, увидел, что избранница опасается идти на такой шаг без родительского благословения. Гетман потупил взор, сразу же стал как будто ниже ростом, осунулся. Наутро отправил любимую домой такой же невинной, не желал ни сплетен, ни громких соседских скандалов. С тех пор не виделись. Письма носили верные слуги Карп и Милашка, ведь Мотрю не выпускали из дома, посадили под домашний арест. Мать кипела от злости, проклинала гетмана и собственное дитя. Девушка часами не отходила от окна, любовалась мазепинской крышей с мансардой, мысленно шла по тропинке, мимо деревянной усадебной церкви, флигеля для челяди, куреня сторожки. Передавала прядь волос, ночную сорочку, еще теплое ожерелье, которое только что сняла с шеи. Перечитывала щемящее и обольстительное: «Сердце мое, любимая Мотронька, мой розовый цвет, шлю поклон, ваша милость, мое сердечко, а с поклоном посылаю вашей милости гостиниц, книжечку и колечко бриллиантовое».
Письма ложились друг на друга, дрожали от страсти. Признавался, что никого на свете так не любил. Умолял о встрече хоть на 1 минуту. Кочубеиха сатанела и не оставляла идеи упрятать дочь в монастыре. Муж Василий пошел еще дальше. Вместе с полтавским полковником Искрой написал всероссийскому императору Петру I о том, что за его величественной спиной государственный деятель ведет разговоры с польским и шведским королями и планирует большую измену. Кроме того, имеет настолько паскудную душу, что не постеснялся ввести в искушение его малолетнюю дочь, еще и крестницу. А если вы, ваше величество, не верите, то вот вам любовные письма этого подлеца. Ишь на что позарился! Захотелось престарелому ловеласу молодого целомудренного тела. Петр прочитал, встал, полил тюльпаны, которыми очень гордился, и приказал схватить клеветников и подвергнуть их пыткам, ведь Кнут не ангел, души не вытянет, а правду скажет. Василий Кочубей, увидев кол, устройство для колесования и шину, быстро признался во лжи. Они оба были отданы Ивану Степановичу для казни, и приговор был приведен в исполнение на Борщаговке. Через несколько лет произошли большие изменения. Мотрю выдали замуж. Иван Мазепа открыто перешел на сторону Карла XII, а Петр приказал в ответ сжечь город Батурин. Город, в который гетман вложил больше всего сил и денег. Царская армия имела в своем распоряжении около 15 тысяч драгун и 5 тысяч пехоты, тогда как Батурин защищала всего 8 тысяч пехотинцев. Поговаривали, что на рассвете 13 ноября прилуцкий полковник по фамилии Нос провел захватчиков через тайный ход, поэтому сработал эффект внезапности. Началась страшная резня, и малых и старых стреляли, кололи, душили, топили, истязали. Женщин перед казнью насиловали, награбленное добро вывозили телегами, после на дома и улицы наслали огонь. Тот съел все, и мельницы, и храмы, и резиденцию. Уцелело только имение Кочубея, сам император приказал его сберечь. И Меньшиков, руководивший резней, слово сдержал. Мазепа не смог пережить ни уничтожение Батурина, ни Полтавскую битву, и ослаб. Куда и делись казацкие усы и душевный пыл, харизма, магнетизм, незаурядная сила. Мужчина слег, страдал от подагры, терял сознание. Перед смертью он бредил. Может, продолжал признаваться в любви Мотре, а может, многострадальной, окровавленной родной земле. Иван Мазепа навсегда останется фигурой, в судьбе которого сплелись политика, предательство и запретная любовь. Его история напоминает нам, даже самые великие люди бывают бессильны перед страстью. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться роликом с друзьями. Напишите в комментариях, что вы думаете о скандальной любви Мазепы. Считаете ли вы ее трагедией или легендой, преувеличенной временем? Спасибо за просмотр! Впереди еще больше удивительных историй.